Все мы время от времени собираемся что-то начать. Делать зарядку по утрам, бегать, вплотную изучать тайм-менеджмент или английский язык, вести дневник и так далее. Но как часто от идей и планов мы переходим к реализации? Поначалу ты полон энтузиазма и мотивации, но спустя время лениво отмахиваешься от намеченного и откладываешь это в долгий ящик. А потом еще долго коришь себя за то, что так и не попробовал. Как это исправить? Как начать реализовывать все задуманные идеи и как перейти от желания к действию? Ответом на эти вопросы послужит правило 72 часов, описанное Бодо Шефером. Бодо Шефер – это немецкий писатель и оратор, его называют финансовым тренером. Он написал несколько книг, имеющих международное значение. Книги о создании богатства, успехе и позиционировании. Самые известные книги – это «Путь к финансовой свободе», «Азбука денег», «Простое лидерство», «Практический маркетинг» и «30 законов победителей». Помимо писательства, Шефер занимается бизнесом, финансовым консультированием, а также проводит бизнес-тренинги. Теперь, когда есть представление о том, кто такой Бодо Шефер, давайте рассмотрим его золотое правило 72 часов, которое послужит вам тем самым гралем начинания. Само правило гласит, если у вас появилось желание реализовать какую-либо идею, необходимо предпринять первый шаг в течение 72 часов. Если в эти первые 3 суток ничего не делать, то, скорее всего, идея так никогда и не воплотится в жизнь. Давайте еще раз повторим. Самое главное – это сделать первый шаг в течение 72 часов. То есть нет необходимости довести дело до конца за это время, но нужно совершить первые подвижки в реализации. Один небольшой и нетрудный шажок к цели многократно увеличивает вероятность ее достижения. 72 часа – это тот срок, когда одно незначительное действие может решить, реализуете вы желаемое или навсегда забудете о своем намерении. Или даже будете помнить, но уже не захотите ничего предпринимать, что очень вероятно. Сколько раз с вами такое случалось? Сначала загораетесь идеей, даете себе обещание, что начнете что-то делать, но проходит несколько дней, и что в итоге? Вы ничего не начали и уже не хотите начинать. Бесконечное число планов умерло в самом зародыше. Бодо Шефер уверен, что это из-за отсутствия первого шага в первые 72 часа. Какие шаги нужно предпринимать за эти 3 суток? Достаточно сделать какую-нибудь мелочь, лишь бы в ваших представлениях это действие вело к желаемой цели. Бодо Шефер утверждает, что если вы что-то предпринимаете в первые 72 часа, у вас будет 99% на успех и, соответственно, всего 1% на провал. Если же вы ничего не будете делать в первые 3 суток, ситуация обратная, то есть 99 шансов к 1, что вы уже не реализуете желаемое. Но свести все к первой, более приятной версии очень легко. Итак, вашим первым шагом может стать одно или несколько из таких действий. Найдите необходимую информацию. Например, если вы решили начать заниматься спортом, узнайте, где в вашем районе расположены фитнес-клубы, спортплощадки и тому подобное. Поинтересуйтесь, что вам нужно купить для тренировок, как составить программу занятий, чем питаться, как делать разминку и так далее. Если вы все это сделаете, вероятность, что вы все-таки начнете свои занятия спортом, возрастает многократно. Выделите время в своем графике. Если вы придерживаетесь четкого режима дня, это будет очень эффективным шагом. Даже если у вас нет свободного времени в ближайшие дни, это все равно окажет значительное влияние. Когда придет время, вам ничего не останется, кроме как начать реализовывать свою задумку, ведь вы уже выделили время под это. Подготовьтесь. Допустим, вы решили научиться рисовать, но вот что-то ни красок нет, ни альбома. Купите все необходимое, подготовьтесь, сделайте так, чтобы все было заранее готово, чтобы вам оставалось только сесть и начать рисовать. А если вы решили заняться изучением английского языка, можете заранее записаться на курс или купить самоучитель. Возьмите на себя обязательства. Есть масса способов это сделать. Например, расскажите о своем намерении реализовать какой-то замысел всем своим друзьям. Лично или с помощью поста в социальных сетях. Вам будет неловко признаться им, что вы забросили все в самом начале и поленились даже попробовать. Или найдите любой другой способ сделать так, чтобы вы уже не могли отвертеться и забросить свое начинание. Если вы человек слова, дайте обещание. Назначьте награду или наказание. Поставьте дедлайн и пообещайте себе награду в случае начала работы над достижением цели. Или наказание в случае отсутствия активных действий. Только никогда не давайте себе поблажек. Попробуйте. Да, просто попробуйте. Как только захотели чем-то заниматься,
Занимайтесь этим. Появилось желание написать роман? Сядьте, пишите какую-нибудь второстепенную героиню или место событий первой главы. Даже если у вас ничего не получится или получится очень плохо, вы уже начали работу над романом. Ваши шансы на успех возросли. Как видите, это все очень простые действия. Их может совершить каждый. Это не составит особого труда и не отнимет много времени. Но если следовать этим советам, результат вас обязательно порадует. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите начать медитировать, читать каждый вечер и так далее, в первые 72 часа обязательно найдите необходимую информацию, выделите время в своем графике, подготовьтесь, возьмите на себя обязательства, назначьте награду и наказание или просто попробуйте. Не сделайте первый шаг в первые 3 суток, вряд ли сделаете его вообще. Подумайте, что вы можете сделать в ближайшие 72 часа, чтобы в дальнейшем всегда следовать этому правилу и воплощать в жизнь все свои намерения. Если у вас есть правило эффективного начинания, поделитесь им в комментариях. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса полезной информации. Всем пока!